Здравия желаю! Да, опять я делаю видео, за которое YouTube скорее всего поставит мне демонетизацию, если не 18+. Ну что уж поделать, ради контента можно пойти и на жертвы. Людей же нужно жестью просвещать. Ведь сегодня я расскажу о группе, которая является самой популярной и самой значимой в своей нише, а именно в Black Metal, и называется Mayhem. Да, можно сказать, что это та же музыка, как и Брейкор, ну в смысле, что они оба для Нитакусь. И я тоже верифицированный Нитакуся, я слушаю самые расфоршенные ДСБМ группы. Пожалуйста, напиши мне в комментариях о том, какой же я позер. В любом случае, по сравнению с Mayhem, Сьюрсва теперь кажется таким белым и пушистым, ведь сегодняшняя история включает в себе самоубийство музыканта, убийство внутри коллектива, сжигание церквей и другие очень позитивные вещи. И в отличие от других видео, я постараюсь разобрать эту историю глубже. И поверь, получилась очень поучительная история. Для начала просто разберем, что такое Black Metal, чтобы ты понимал, о какой музыке идет речь. Чё, не понравилось? Ну и пошел нахер тогда. Слушай дальше там своих пошлых малей или макаканов. Здесь собрание настоящих ценителей. Хотя, даже если ты не слушаешь и не будешь слушать такое, историю послушать ты обязан. Понял? Black Metal часто ассоциируется с такими вещами, как сатанизм, самоубийство, алкоголизм, депрессия и другими вещами, которые YouTube не очень любит. Очевидно, что в таком направлении музыканты будут соответствующими, и дальше ты убедишься в этом. Я составил целую хронологию, чтобы лучше понимать, как двигалась группа. Как обычно, первые этапы самые скучные. И да, на протяжении всего видео на заднем фоне иногда будет появляться фильм «Властелины Хаоса», который является интерпретацией истории Mayhem. Она не совсем верна, и я в курсе этого. В видео будет лишь та часть, которая была правдой, которую я так усердно пытался найти в интернете целых пару дней. Итак, в Осло, Норвегия, в маленьком городке, где все вокруг были добросовестными христианами, жил наш главный герой Эйстейн Ошет, или по-простому Евронимус. Во многих разборах истории Mayhem больше внимания акцентируют на других личностях, таких как Варг или Дед, но для меня именно Евронимус является центральным персонажем. Его с самого детства бесило все это. Бесила вся эта пропаганда со стороны государства, заставляющая всех быть христианами с правильной моралью, преподавать религию в школах. Но больше всего ему не нравилось лицемерие этих людей, потому что большинство верующих были поверхностными, по его словам. И многие до конца не осознавали свою настоящую веру, просто поддаваясь пропаганде. Из-за такого окружения и простого желания стать не таким, как все, которые, кстати, в будущем сыграют огромную роль, он старался и будет стараться до конца жизни быть противоположностью этих людей, а то есть антирелигиозным сатанистом, которому нравится... Хотя нет, ему же ничего не нравится по идее. Короче, был замотивирован делать, а в особенности показывать, что делает зло, показывает свою ненависть и дальше по списку. В 1984 году он решает создать со своими друзьями группу Mayhem, что переводится как «Хаос». Он был очень вдохновлен другими метал-группами, в особенности группой Venom, которая тоже пыталась отказаться от социальных норм, но к тому же еще и от музыкальных норм, потому что их звучание было совсем странным, а тексты содержали нотки сатанизма и других шокирующих тем. Это все было в альбоме 1982 года, который назывался Black Metal, после чего и пошло название этого нового жанра.
Евронимус услышал здесь ту идею, которая идеально совпадала с его мировоззрением, поэтому, взяв отрывок из песни Венома, он основал группу, которая изменит историю музыки навсегда. В первоначальном составе группы был Евронимус в роли гитариста и в целом лидера, Мэнхейм в роли барабанщика и Некробучер в роли басиста, который тоже сыграет свою роль в будущем. Поначалу они делали обычные кавера на чужие песни. Блин, кажется, это каноничное событие для каждого музыканта. Но в 1987 году выходит их первый мини-альбом Death Crash, который в свое время был одним из самых тяжелых альбомов в принципе в музыке. Начиная от вокала, инструментала и текста, который, я думаю, очевидно о чем, заканчивая ужасным качеством звука. Может быть, это и минус, но глядя на современные black metal группы и на их песни, складывается впечатление, что это уже какая-то изюминка. Чтобы звучать так, будто звук записывали под водой. На Nokia, на сломанной Nokia. Группа была все еще довольно андерграундной, но все-таки находила свою маленькую, но очень лояльную аудиторию, начав путь создания, так сказать, культа вокруг Евронимуса. В 88-м вокалист ушел из группы, из-за чего им пришлось искать нового. По словам Некробучера, однажды ему пришел конверт, который очень вонял. В нем была аудиокассета, письмо, в котором некий парень говорил о том, что чувствует себя мертвым. Но самое важное – сдохшая, разлагающаяся крыса на дне конверта. Этот аноним смог оставить очень хорошее первое впечатление о себе. Послушав аудиокассету, они услышали демо группы Morbid, и Евронимус был просто очарован. Он обязан был позвать этого человека к себе в группу. Что это был за человек? Знакомьтесь, Per Yngwie Olen, по-простому Dead, то есть буквально мертвый. И, к сожалению, это был не просто образ, а настоящая помешанность, к которой мы еще вернемся. Как оказалось, ему пришлось переехать со Швеции в Норвегию, и его вступление в группу поменяет эту же самую группу навсегда. На момент вступления в Mayhem в роли вокалиста ему было 19 лет, и коллектив понял всю его странность почти сразу. Dead был тихим, спокойным и депрессивным интровертом со суицидальными наклонностями. Они рассказывали, что Dead спал с мертвыми птицами, чтобы запах смерти был рядом с ним. Он закапывал свою одежду в землю, чтобы она пахла гнилью, и затем, как ни в чем не бывало, продолжал ее носить. В быту, как я и говорил, он был очень тихим и никогда не разговаривал, а если и разговаривал, то лишь об идее смерти. У него была светлая кожа, и из-за того, что он почти не ел, сильная худощавость, которая укрепляла его образ ходячего трупа. Но, к сожалению, как раз таки в отличие от всех его окружающих людей, это не было имиджем, это не было образом, он реально был таким, и ему, правда, очень нужна была профессиональная помощь, которую, к сожалению, он так и не получит. С самого детства дети вокруг понимали, что Dead не от мира всего. Это отображалось в его рисунках, поведении и общих темах. Над ним издевались сверстники из-за, опять же, странностей, а также в нишевых вкусах в музыке. Ему было и так сложно найти друзей в силу застенчивости. Переломным моментом стало, когда Dead в возрасте 10 лет поскользнулся на льду и разорвал свою селезенку. И буквально пережил клиническую смерть. У него не было пульса, он был холодным, но затем его реанимировали. Но правда в том, что версия со льдом – ложь. На самом деле, его жестоко избили в школе, разорвав селезенку. Он не хотел это никому рассказывать, ведь, на удивление, он не испытывал сильной ненависти к людям, даже к его хулиганам, говоря, что он ничего не может поделать с их отношением к нему. После этого инцидента странности Деда только возросли.
Он считал себя мертвым и что его тело это просто оболочка. Отсюда и появился его псевдоним, где он определил свою философию. Холод, отрешенность, фетишизация трупов, интерес к загробному миру. Также до Mayhem у него была своя группа Morbid, где он тоже был вокалистом. Именно демку этой группы он и отправил Евронимусу вместе с дохлой крысой. Когда Dead выступил с Mayhem, и когда они давали их первый концерт с новым участником, произошло что-то очень неожиданное. Внезапно Dead достал нож и начал скребать вены прямо на сцене. Их ударник с псевдонимом Hellhammer в будущем рассказывал. Он врезал себе лезвием по руке, потом по другой, потом по лбу, а потом продолжал петь, пока не падал. Мы боялись, что он сдохнет прямо на сцене. Публика была в полнейшем шоке. После концерта к Евронимусу подошел некий парень, которому очень понравилось выступление. Он хотел завязать разговор, но Евронимус высокомерно высмеял его из-за того, что он слушает группу Scorpions, которая считалась позерской и слишком мягкой для блэк-металлистов. Что же про отношение к Дэду в коллективе, все были в шоке и явно недовольны таким поведением. Для них это казалось чересчур. Так думали все, кроме Евронимуса. Он был взбудоражен, говоря, что это именно то, как Black Metal должен выглядеть. У них двоих в будущем были странные отношения к друг другу, ведь они очень часто ссорились. Однажды, по слухам, Dead даже вонзил в Евронимуса нож, но это не стопроцентная правда. К сожалению, в течение пары лет психологическое состояние Дэда только ухудшалось. И вместо поддержки, его друг наоборот подстрекал его на увеличение глубины порезов и на из дробовика. Через 3 года Евронимус, Dead и Hellhammer вместе жили в большом деревянном доме. Там Dead и Евронимус также часто ссорились, хоть и одновременно, и оставались очень близкими и лучшими друзьями. Но Dead начал запираться в комнате в одиночестве, где его депрессия лишь усиливалась. Однажды в 1991 году Евронимус вернулся в домик и направлялся в комнату Дэда, по пути опять подкалывая его. Но когда он открыл дверь, он увидел мозги своего друга на стене. Дэд все-таки воспользовался советом друга и правда выстрелил дробовиком себе в лицо, попутно порезав шею и вены вдоль. Рядом также была предсмертная записка, где было написано: «Я принадлежу лесу и всегда принадлежал. Никто не сможет постичь причины этого. Чтобы хоть немного объяснить, я не человек. Это лишь сон, и скоро я проснусь. Извините за кровь». Ему на этот момент было всего 22 года. Евронимус был в шоке, он не мог поверить, что сделал его друг, и сильно жалел о том, что не относился к нему лучше. Он сразу позвонил в скорую, и его забрали. Сделал бы он, если был бы нормальным человеком, но нет. Увидев труп своего друга, он развернулся, сел в машину, заехал в магазин и купил одноразовый фотоаппарат. Вернулся и начал фоткать труп своего друга с желанием использовать его фото как обложку для альбома. Он был рад, что Дэд наконец-то перешел со слов на действия. А еще он сделал для каждого участника Mayhem цепочку с частичкой черепа Дэда. На следующий день Некробучеру, их барабанщику, пришел звонок от Евронимуса, и вот что он говорит об этом звонке. Он позвонил мне на следующий день и говорит: «Дэд совершил что-то очень крутое. Он убил тебя. Ты в своем уме? Что ты имеешь в виду под крутым?» На что он сказал: «Успокойся, у меня есть все фотки». Я был в шоке и печали.
Он думал лишь о том, как эксплуатировать это. Потому я ему ответил: хорошо, тогда пока не удалишь эти фото, даже не смей, блядь, звонить мне. Евронимус обещал, что удалит их, но он это не сделал. Поэтому Никара Бучер покидает группу, напоследок сказав: вы зашли слишком далеко. Но Евронимус был непоколебим. Он считал, что смерть Дэда пойдет лишь на пользу группе, так как теперь она буквально сделана кровью. Он начал рассказывать байки о том, что Дэд совершил убийство потому, что Black Metal стал набирать популярность и становится коммерческим, что абсолютно неправда, ведь Дэд при жизни сам поддерживал эти идеи и сам хотел, чтобы их группа была популярной. Получается, что он буквально эксплуатировал смерть своего близкого друга, чтобы усилить культ вокруг него и в целом Black Metal, говоря, что Black Metal это то, за что можно и умереть. Пока что можно описать Евронимуса как человека, который ради коммерции и популярности готов идти по головам, что показывает свою мрачность публично на показ и что пытается быть главарем. 18-летний парниша под именем Варг Викернес в 1991 году создал свою группу, в которой он был единственным участником. Бурзум, вторую по популярности Black Metal группу на сегодня, в которой в соло практически полностью уделывал Mayhem, причем будучи гораздо младше. Через время он смог выступить в Mayhem в роли басиста. И да, это был тот самый чел, которого незадолго до этого высмеяли из-за Скорпиона и из-за его позерства. Наладил он контакт с Евронимусом в так называемом черном круге. Так называемая группа трушных блэк-металлистов, в которую могли зайти лишь избранные, которые достойны этого. А само это место находилось в подвале недавно открытого музыкального магазина Helvete, в переводе «Ад», который открыл Евронимус с поддержкой родителей. Да, довольно странно, как его родители всю его жизнь поддерживали своего сына. Ну, в смысле, вот такие вещи своего сына. Ну ладно, видимо, очень любящие родители. Казалось, что вступление Варга и открытие магазина, в частности Черного Круга, было отличной идеей, ведь во второй половине 1992 у группы все было идеально, продажи росли, уважение было, деньги были. Но, к сожалению, это и приведет к краху всему, но об этом пока рано. Зажравшись фактом того, что он создает целую группу людей, которые бескрайне уважают его, он создает пару очень странных правил, без которых ты не можешь считать себя трушным блэкарем. Первым правилом было то, что каждый обязан был быть сатанистом. Буквально. Он говорил: если группа подчиняется и создает культ вокруг сатаны, то это black metal. В некотором смысле это может быть даже просто heavy metal или обычный шум. Это во имя сатаны, и вот что важно. Это то, что делает black metal таким, каким он есть. Вторым правилом было то, что black metal могут слушать только избранные. Это не для всех, это не для нормисов. Евронимус говорил, что при продаже альбома он считал, что лишь 20-30 человек заслуживают его, а все остальные это кучка идиотов, что не смогут понять всей глубины такой музыки. Забавно, что даже спустя почти 40 лет похожие правила все еще остались в комьюнити блэк-металлистов. Если раньше тебя высмеивали за Scorpions, то теперь за Slipknot. Но, к сожалению, из-за всего этого у Евронимуса начал появляться комплекс бога, так как многие люди буквально считали, что он самый высший и самый правдивый и подчинялись его указкам. Но также были люди, которые за спиной критиковали его, понимая его внутреннюю трусость и банальное желание выпендриваться. Одним из таких был Варг. Это была уже его вторая скрытая обида. Первая была с того момента, как Евронимус высмеял его за нашивку. Варг хотел ту же власть и считал самого себя гораздо трушнее.
Его глубоко задевало то, что его недооценивают, ведь фактически он в одиночку был лучше всего состава Mayhem, но в итоге он получил роль басиста и все равно обязан подчиняться Евронимусу. И в будущем эта ненависть будет только расти и расти. Хотел напомнить тебе о том, что у меня есть свой магазин, подожди, не перематывай, в котором я продаю уроки по монтажу, превью, аватарки, оформление, паки для монтажа и фотошопа, и еще много чего. Каждому ютуберу нужны хорошие превьюшки, так еще и по доступной цене. Ссылка в описании. Спасибо за то, что не перемотал рекламу. В 1992 был период радикализма. Причем лютого, все начало заходить слишком далеко. Все началось из-за Варга, которого по-прежнему не особо принимали в черном кругу, и он хотел доказать всем, что он лучше их. Поэтому он начал сжигать полноценные церкви. По сравнению со всем тем, что Mayhem делал раньше, не считая Деда, это было самым жестким и радикальным. После этого у никого в черном кругу не было сомнений в трушности Варга. Евронимусу уже на этом моменте стало немного не по себе, но все-таки он сделал вид, что гордится этим поступком. И, так сказать, забрал все кредиты себе, сказав, что «Вот, я говорил о том, что мы должны сжигать церкви, а мой последователь правда сделал это, вдохновившись моей речью». Варгу это, мягко говоря, не понравилось, ведь опять из-за Евронимуса его вклад недооценивают. Но докапываться до него он не стал и, как всегда, начал копить пассивную агрессию, которой было уже как минимум 3 обиды на Евронимуса. И давай сейчас возьмем небольшое предисловие, и я расскажу подробнее про характер Варга Викернеса, или как его сначала звали, Кристиана Викернеса. У них была очень одна похожая черта с Дедом. Они оба с детства были замкнутыми, недопонятыми и одинокими. Также у Викернеса есть симптомы синдрома Аспергера. Что это? Это одна из форм аутизма, в котором человеку очень сложно понимать чувства других людей. И также, что было особенно близко к Варгу, непонимание никаких сарказмов и ироний. Он все принимал буквально, часто обижаясь и злясь. А еще одной из его черт было то, что если он заинтересовался чем-то, то начинал слишком сильно фиксироваться. Это как бесконечная гиперфиксация. Когда Варг начал увлекаться национализмом, язычеством и блэк-металом, он ушел в это с фанатичной глубиной. Для людей с расстройством аутистического спектра характерна именно такая односторонняя одержимость трудности с принятием другого мнения. Поэтому, уступив в black metal тусовку, он принимал это слишком серьезно и искренне не понимал, почему другие относятся к этому так расслабленно. Поэтому он и сжег целую кучу церквей, чтобы показать всем как надо. И вот Варг посчитал, что их продажи все еще не слишком большие, и что нужно привлечь больше внимания к блэк металу и к черному кругу. На тот момент полиция активно искала тех, кто был ответственен за поджоги церквей. Он решил дать анонимное интервью журналюгам. И, честно, в фильме этот момент был таким забавным. Типа, чел сидит такой грозный в комнате полной сатанизма, черепов, стонов, пытается выглядеть очень пафосно и рассказывает журналисту о том, что поджоги были наказанием христианству, что это идеологическая война и что в Норвегии существует организованное black metal движение, готовое к разрушению. Журналисты смотрят на него как на идиота, а потом подходит другой блэкарь и спрашивает: «Хотите чаю?» Варг также упомянул, что уже убили человека, и это было правдой. Сделал это не он, а другой участник Черного Круга. Дело было так, что после рассказа Варга о поджогах церквей, много людей вдохновилось сделать что-то похожее. Поэтому однажды, когда до Фауста, так звали будущего убийцу, начал домогаться мужчина-гомосексуал, тот отвел его в лес и зарезал ножом, сделав огромное количество ударов. Затем он пришел в Черный Круг и рассказал всем это, и все опять же были рады и горды, и Евронимус опять сказал, что это он сподвиг и вдохновил его на это, хоть в душе и понимал, что
Сам не хотел бы такого, чтобы невинные страдали из-за действий Black Metal сцены, которую он вообще-то сам и создал. Но процесс был уже неостановим. Так вот, возвращаясь к интервью Варга, он попытался быть анонимным, не говоря свое настоящее имя, но при этом на обложке было его лицо. Да и в принципе он рассказал много информации, с помощью которой можно было понять, кто именно виноват во всех преступлениях. На интервью он пытался быть максимально провокационным и радикальным, чтобы, по его плану, привлечь как можно больше внимания к Бурзум и к Мейхем. У него это удалось, но почти что сразу его арестовали в подозрениях поджога и убийства. В это же время родители Евронимуса давили на него, чтобы он закрыл магазин Helvete, в котором, как ты помнишь, и был черный круг. Он это сделал на всякий, чтобы не привлекать лишнего внимания. И он был в бешенстве, как и остальные участники Черного Круга. Ведь перед тем, как осуществить свой крутой план по пиару Black Metal, Варг вообще не посоветовался ни с кем и рассказал все секреты Черного Круга журналюгам, за что справедливо был позже арестован. Также в доме Варга нашли целую кучу взрывчатки и оружия. Это был бы идеальный финал для этой истории, если бы его не выпустили спустя меньше месяца по причине недостаточного количества доказательств. Выйдя наружу и узнав, что Евронимус закрыл Helvete, он был нереально зол, и это была уже 4-я обида. А еще была 5-я, потому что, по словам Варга, тот занял у него кучу денег и не отдавал. А также вот что он говорил про Евронимуса. Евронимус выставил себя полнейшим дураком, закрыв магазин, и многие из нас были согласны в том, что он был гнусным слабаком и идиотом. Я был зол на него за то, что он не брал выгоду с ситуации, поэтому мне и нужно было сделать это глупое интервью, и я больше не хотел ничего делать с ним, в случае, если он больше не будет вставать на моем пути. В течение пары месяцев это презрение к Евронимусу продолжало распространяться в метал-сцене, и все больше и больше людей понимали, каким пустословом он был. И он винил меня во всем этом, начиная ненавидеть меня. Он верил в то, что я был виноват в том, что люди разочаровывались в нем. И в принципе он был прав. Потому что я не держал свое мнение в секрете. Но я думаю, что он сам виноват. Его просто раскрыли. Он сам выставил себя дураком. И в будущем, когда газета с моими интервью распространилась, его это задело, и он чувствовал себя менее важным. Неожиданно он перестал быть главным героем в хардкор метал сцене, и по его мнению, это тоже была моя вина. По этим словам можно понять то, что люди, в особенности Варг, просто разочаровались в своем лидере. Ведь вся жесть Евронимуса и слова про сжигание церквей, жертвоприношения и так далее были просто словами для образа. Если обращаться к тому, что Варг, во-первых, был невероятно обижен на Евронимуса из-за многих мелочей, во-вторых, он всегда хотел быть главным и забрать позу лидера, завидовав ему, и в-третьих, что из-за своего расстройства Варг все принимал буквально, то поэтому, когда он услышал слова про Black Metal, про сатанизм и так далее, он просто не выкупал, что это был образ, он все понимал всерьез. И для него Евронимус поначалу и был тем самым образом бога, который собирается сделать долгожданную революцию, но поняв, что его образ не совпадает с реальностью, начал разочаровываться в нем. В 1993 год. Внутри блэк-металлистов начали идти слухи о том, что Евронимус так зол на Варга, что планирует убить его, а именно отвезти в лес, замучить его и заснять его смерть как снаф-фильм. И вдруг эти слухи дошли до самого Варга. И мы с тобой прекрасно знаем, какой у Варга есть огромный недостаток. Он воспринимает все слишком буквально. Поэтому у него началась паранойя, особенно после того, как Евронимус отправил ему письмо с контрактом, в котором сначала чуть-чуть предыстории.
После сжигания церквей, убийства, анонимного интервью и в принципе желания некоторых людей свергнуть лидера, Евронимус переосмыслил свое поведение. Он понял, что натворил слишком много херни, и это надо как-нибудь останавливать. И знаешь, в чем было отличие между Евронимусом, Дедом и Варгом? В отличие от первых двоих, он был нормальным, рос в хорошей, полноценной, поддерживающей семье. В детстве особых травм не было, в отличие от Деда, над которым в детстве вообще издевались, чуть ли не избили до смерти, а под конец жизни он страдал от клинической депрессии, и ты сам знаешь, как он закончил свою жизнь. У Варга детство тоже было не лучшим, над ним также издевались, но в отличие от Деда, он ненавидел людей вокруг, а не самого себя. Поэтому он пытался оправдаться за счет других, постоянно доказывая всем, что он не позер, лишь бы над ним не начинали издеваться опять. Поэтому вырос хоть и сдержанным, но с лютой бурей внутри, которую можно отследить из-за постоянной пассивной агрессии. И так получается, что 9 лет назад, когда Евронимусу было всего 16, то есть еще с подростковым максимализмом, он просто хотел привлечь внимание словами. Но спустя годы этот образ слишком сильно закрепился, и он уже сам не особо поддерживал и любил это. Ведь камон, ему уже было 25 лет, он давно не подросток, и главное, что он хочет, это просто быть музыкантом, да, с жуткими нотками, но ничего более. Я не пытаюсь оправдать Евронимуса, ведь все-таки то, как он отнесся к смерти Деда, было очень неуважительно. Но я просто понимаю его. Прозвучит странно, но я реально могу понять его мотив. И вообще, почему он создал всю эту заварушку с черным кругом. Он просто начал беситься жира. В жизни ему не хватало травм, чего-то страшного, и поэтому он начал создавать это искусственно. И на самом деле, именно такие противоречивые люди и являются самыми настоящими. Ведь, как я люблю думать, антигерои являются самыми человечными и реальными персонажами, людьми. Среди всех действий Евронимуса можно увидеть последовательность, причину, глубину персонажа. И причина, почему он такой настоящий, в том, что он буквально настоящий. Это не выдумка, это реальная история, которая была. И вот, начав переосмыслять свои действия, он даже отрезает свои длинные волосы, которые, как ты знаешь, тесно относились к блэк металу. На этот момент фильма, кстати, была некая девушка, и до конца непонятно, была ли она реальна или это сценарная выдумка. Потому что по старым фоткам из тех времен можно было правда заметить некую блондинку рядом с Евронимусом, но все-таки реальных доказательств нет. Но в любом случае он понимал, что нужно что-то делать с Варгом, поэтому он отправляет ему контракт в виде ультиматума, где он говорит, чтобы тот перестал разносить слухи, что тот будет ограничен влиянием на группу и сцену, поскольку Евронимус считал, что он портит репутацию Mayhem, и чтобы они в целом просто мирно разошлись. Варг получает письмо, и он был, мягко говоря, не в себе. Для него это выглядело так, будто Евронимус просто берет его на слабо и делает ему вызов. Варг, вместо того, чтобы назначить место и время, решает сам поехать к нему, в город Осло, который был от него в 7 часах езды на машине. С собой тот еще взял своего друга Снора, что и отвел его к Евронимусу. Приехал Варг Викернес к Евронимусу примерно в 3 часа ночи. Зайдя в квартиру, тот показал контракт и сказал, что согласен, и что теперь это очередь Евронимуса подписывать его, и потом просто разойтись. Наконец-то у этой истории будет свой хороший финал. История о человеке, что в силе пубертата слишком сильно пытался быть не таким, как все, и случайно собрав людей, которые в отличие от него реально являются больными и готовыми на злодеяния, он начал жалеть и хочет сбавить обороты, просто продолжая быть обычным музыкантом.
Очень похожая история, да? Но последнее, что осталось, это подписать контракт, на который Варг уже согласен. Тот выглядел довольно нервным и параноидальным, но наверняка это из-за долгой поездки. Евронимус отошел, чтобы взять ручку. Варг запаниковал, думая, что тот пошел за оружием, но благо он сумел объяснить, что он просто хочет взять ручку для контракта. Варг вонзает ему нож прямо в печень. Евронимус паникует и начинает убегать от него. Попутно, в попытках спасти свою жизнь, пытается задобрить Варга, говоря, что готов забыть даже это, чтобы он просто ушел. Но все обиды Викернеса взяли над ним верх. Он испытывает настоящее счастье, нанося один удар за другим по так называемому трусу, даже специально давая фору. Эйстейн, так по-настоящему звали Евронимуса, открывает дверь, но из-за огромного количества ран падает на лестницу. Why did you do this? You said you were going to kill me. I wasn't gonna do that. You know me. You're my friend. I just talk. You know, I just talk. Exactly. You're an embarrassment. That's all you do, is talk. Он понимает, что это конец, что его старые грехи настигли его, его убивает его же творение. Он понимает, что не сможет стать популярным музыкантом, которым всегда хотел быть. Он понимает, что больше не увидит свою семью, которая, несмотря на увлечение сына, все равно поддерживала и всегда любила своего сына. Он понимает, что это конец его жизни. После смерти Евронимуса, которому было 25 лет, 10 августа 1993 года, Варг убежал с места преступления на машине своего напарника, Снора, но ожидаемо совсем скоро их поймали, ведь Варг оставил свои отпечатки в квартире Эйстейна. И знаете, я понимаю, что Варг после этого в интервью говорил то, что все было не так, что вообще это была все самозащита, что Евронимус сам напал на него первым. И я знаю, что есть много людей, которые верят в это. Он говорил, что Евронимус правда куда-то пошел, и он думал, что за оружием. Но взял ли оружие он правда или нет, никто не знает. И в итоге получается, что в ситуации, где один убил другого, слова убийцы скорее всего будут ложными, но и других свидетелей-то нет. Но это правда звучит нереалистично, ведь как Снор потом признался, у Варга изначально была цель убить Эйстейна. Так что это не совпадение. Да и какой смысл Евронимусу делать это? Я и ты и так понимаем, что он был, грубо говоря, пустословом, но никогда бы не совершил что-то плохое намеренно, тем более, когда Варг и так подписал контракт. Но все же это твое дело, во что верить, и не нужно слушать какого-то там ютубера. Да, я говорил в начале видео то, что в ролике будет лишь правда, и это так. Правда была до как раз таки 1993, когда произошло убийство Евронимуса, потому что здесь нету правды, есть только различные интерпретации, и в какую именно верить уже твое дело. Я просто описал
ту версию, в которую я сам верю. Но если что-то я сказал неправильно, пожалуйста, напиши об этом в комментариях, но спокойно. Ведь в пересказе такой истории сложно не допустить ошибок. Я правда старался передать всю историю такой, какой она была. Дед, Варг и, конечно же, Евронимус очень интересные личности, со своими мотивами, предысториями и характерами, которые я попытался передать в этом видео. По итогу Варга посадили на 21 год за убийство, поджог церквей и хранение взрывчатки дома. Смотря запись его ареста, сложно поверить, что этот милый парень буквально вчера убил своего друга 23 жестокими ударами ножом. Снора посадили на 8 лет за соучастие в убийстве, а Фауста, который убил ножом гомосексуалиста, на 14 лет. Итого получается, что за историю Mayhem произошли самоубийство вокалиста Деда, убийство гитариста и лидера Евронимуса и 3 ареста. Но это был еще не конец для Mayhem. Я не хочу заострять много внимания на том, что произошло после 1993-го, меня это не интересует. Как я и говорил, для меня главным героем этой истории был и всегда будет Евронимус. Но все-таки в 1994 вышел альбом The Mysterious Doom Satanas. Как? А все дело в том, что его записали еще до смерти и арестов, но выпущен был все-таки посмертно. На гитаре был Евронимус, на басу Варг, на вокале некий Аттила Чихар, ведь Дед был еще до начала записи альбома, и на ударных Hellhammer, который в группе еще с 88-го. Этот альбом признан лучшим от Mayhem. Сейчас Mayhem все еще изредка делает концерты, но единственный из коллектива, кто видел прошлые события и остался, это Necrobutcher. Да, это тот самый, который ушел из группы, увидев, как Евронимус отреагировал на смерть Деда. Варг давно вышел из тюрьмы и иногда снимает видосики на YouTube. В нем он, в принципе, таким же и остался. Злым консервативным язычником, хоть иногда и довольно глупым. О фильме он отзывается очень плохо, говоря, что его там показали с плохой стороны. И вообще в концовке все было не так. Опять же, придерживаясь, что это была на самом деле самозащита. Самое интересное, что авторы фильма пытались связаться с ним, чтобы тот помог с написанием сценария, но Варг отказал. А теперь, что фильм сделали не так, хоть и по факту мог сам помочь и исправить это, но... А вот таким вышло видео. Я очень надеюсь, что тебе оно понравилось. Да, в отличие от видео про Сьюрсвата, я не так уж и много говорил про саму музыку. Но дело было в том, что ее практически и не выходило, да и я сам не являюсь фанатом музыки Mayhem. Я люблю Black Metal, но конкретно DSBM, мне не особо вкатывает Runa Version Black Metal. Но история есть история. Если тебе понравилось видео, то оставь свое мнение в комментариях, и если тебе есть много что сказать, напиши мне это даже в ЛС. Его ты сможешь найти в моем щитпост канале. Подписывайся на канал и ставь лайк. И запомни слова Деда. Я не человек. Это просто сон. Я скоро проснусь.